Всем привет, друзья! С вами Реальный Басист, и сегодня у нас на обзоре MIDI-контроллер Piano Prodigy от компании Gemini. Это очень простой MIDI-контроллер, но у него есть парочка прикольных фишечек. MIDI-контроллер абсолютно вот такой миниатюрный, двухоктавный, максимально вообще простейший. Здесь нет никаких ни ручек, ни крутилок, здесь нет ничего. Но сейчас я его подключил к компьютеру. И на нем, как видите, можно играть и использовать его как стандартный MIDI-контроллер. И, кстати сказать, клавиши здесь не velocity чувствительные, то есть они не реагируют на силу нажатия. Но, как мы видим, здесь у нас есть возможность визуального контроля, то есть каждая клавиша светится определенным цветом. Например, вот у нас красные до, зеленые фа, ну и так далее. Вот желтый ми бемоль. Вот. Для чего это нужно? Это нужно для начинающих. И вот сейчас я отключу этот провод. На самом деле это Bluetooth клавиатура. Вот обратите внимание, здесь у нас лампочка горит, значок Bluetooth, когда мы ее включаем. Она работает, кстати, у нас в автономном режиме. Можно по проводу, по USB подключить к компу, но это не основная ее фишка. Мы ее можем по Bluetooth подключить к телефону, либо к планшету и использовать вместе с приложением специальным для обучения игры. И как раз вот этот вот цветной фидбэк на клавишах, он нам поможет в этом. Сейчас мы все это протестируем, но прежде чем мы подключим это все дело к телефону, я еще хочу сказать, что обратите внимание, здесь вот у нас есть такие металлические гнезда, ну, назовем их так, гнезда, да, с каждой стороны. Это нужно для того, чтобы взять несколько подобных MIDI-контроллеров, например, 2 или 3, и собрать полноценную рояльную клавиатуру, если вы хотите играть, скажем так, большие, многооктавные, широкие произведения. Вот, это тоже одна из основных фишек. Вы можете взять 2, 3, 4 подобных контроллера, их соединить в большую длинную клавиатуру. А теперь давайте подключим телефону по Bluetooth и протестируем вместе с приложением. Ну что ж, друзья, вот у нас установлена программа, называется Piano Play, приложение точнее. Мы подключили нашу клавиатуру по Bluetooth к телефону. Вот, очень легко это делается. Выбираем теперь, ну вот давайте самый первый выберем блок и вот начните играть. Вот нам предлагают тут несколько упражнений, причем, ну, вот как игра с уровнями, да, у нас здесь вот пока второй не открыт, пока мы не пройдем первый, да, и вот нажимаем play, и вот что у нас тут. Подсказка, обратите внимание, светится нужная нота. Вот, сыграл что-то уже. Прекрасно. Ну и так далее. Собственно, вот в этом и смысл. Я не думаю, что нужно сейчас проходить целиком и проигрывать все эти мелодии. Смысл в чем? Смысл в том, что этот MIDI-контроллер, он создан в паре с этим приложением, где вы можете учиться играть простые мелодии. У вас есть визуальный фидбэк, то есть нужная клавиша в нужный момент подсвечивается различными цветами. Вы это все играете. Вы можете использовать, как я уже сказал в начале, сразу несколько подобных MIDI-контроллеров, соединив их при помощи вот этих вот специальных гнезд в большое, в такое вот прям фортепиано, да, в многооктавное. Вы можете подключить этот MIDI-контроллер к телефону и к планшету по Bluetooth и использовать на самом деле не только с этим приложением, а использовать с любым приложением, которые поддерживают Bluetooth MIDI. И также здесь есть выход,
который при помощи USB кабеля можно подключить к компьютеру и использовать с любой из ваших любимых DAW, там Logic, Ableton, Cubase и так далее. Тоже использовать как абсолютно стандартный MIDI-контроллер. Ну и также вы можете к компу подключить его по Bluetooth, да, не обязательно при помощи провода, и вы можете использовать его как полноценный MIDI-контроллер при помощи Bluetooth. Единственное, я вот ощущаю легкую временную задержку. Вот. Поэтому при помощи провода, ну, Bluetooth, как известно, дает легкую задержку, а когда вы подключаете при помощи провода, то этой задержки нет. Все как бы очень четко. Вот, собственно, и все. Весь MIDI-контроллер. Друзья, пишите в комментариях, интересна ли вам подобная история. Хотели бы вы научиться играть на фано при помощи вот такого визуально-цветового фидбэка на клавиатуре. Ну и, кстати, я думаю, что вот эти вот мигающие различными цветами клавиши, они в первую очередь, конечно, будут прикольны для детей, да, потому что детям интересно, когда что-то тут зажигается, ты нажал правильно, нажал неправильно, тот цвет, не тот. Это, мне кажется, прикольно. Друзья, на этом все. Ставьте лайки, нажмите на колокольчик для получения уведомлений. Естественно, подпишитесь на канал, если еще не подписаны. До скорых встреч, увидимся! Просто что как бы можно подключать вообще к вашему любому мобильному, ну, приложению, которое поддерживает Bluetooth MIDI, например. Дима, у меня только один вопрос. Ты зачем так поднимал? Ты зачем вот поднимал, ты так крутил? Ну, я показывал. У меня фокус на уровне стола.